Вот такой И вот. вот на этой прекрасной ноте. Привет всем любителям науки! Мы в лаборатории, друзья. Я тебя не вижу! Боже мой! Я Потому вижу... что я человек-зеркало. Да, а я вижу себя. И зачем людям нужны очки? Сейчас будем разбираться. Мы поговорим о законах преломления света. Но начнем, знаешь, с чего? Да, свет двигается с какой скоростью? 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч метров в секунду. Я уточнил, это очень важно. Метров? Конечно. А я думал километров. 300 тысяч километров. Лошара! Ладно, все. Он решил Стирай. умничать. 300 тысяч километров в секунду двигается свет. А ты знаешь, какая это скорость? Я себе представил. Если взять лазерный луч и представить, что он летит бесконечно и огибает Землю, то я вот так вот выпущу, пяу, и за 1 секунду он 8 раз обогнет Землю. Да Понял? все знают, Вот я что знаю. солнечный луч долетает за 8 минут от Солнца к нам. Это все, любой дурачок знает. Это Но, я тебе кстати, рассказал, но, теперь кстати, дурачок знает, а я знал всегда. Самое интересное в том, что все пытаются сказать, что скоро мы преодолеем скорость света и полетим в другие галактики. Как вы думаете, возможно ли это? Напишите в комментариях. Давай, Я делать сейчас опыт. сразу расскажу, что невозможно. Почему? Потому что другие галактики и другие солнечные системы находятся на таком большом расстоянии, что даже если мы преодолеем скорость света, мы не долетим до туда за минуты, за часы и даже за годы. Потому что говорят, что мы смотрим иногда в небо, видим свет какой-нибудь звезды, а этой звезды уже нет. Уже нет несколько сотен тысяч лет, а свет от нее долетает до сих И пор. до Земли. главный закон, которым мы сразу познакомимся, где мое зеркало, где? Звучит он очень просто. Угол падения света равен углу отражения. Видите? Под тем же углом. В общем, мы видим, под каким углом луч лазера попадает на зеркало, под таким углом он отлетает в другую сторону. Это доказательств не требует. Мы с вами смотримся в зеркало, и кажется, что мы видим себя, но на самом деле Герасим отражает другую часть сейчас нашей лаборатории Да. и показывает всем, какой там бардак. Ха-ха, какой ужас. Ужас, что вы увидели. Но там много интересного. В общем, мы видим не себя, а видим свою полную противоположность. То есть левая сторона становится правой, а правая становится левой. А все-таки, чтобы увидеть полный эффект преломления света, Мы покажем вот такую вот интересную конструкцию. вещь. Смотрите, мы опускаем вот в эту тарелочку с водой трубочку. Она, казалось бы, абсолютно ровная, но при опускании вы видите, что она сломалась. Как будто бы реально сломалась. Но подними, она абсолютно целая. И вот поэтому ученые назвали этот эффект преломлением. То есть, когда меняется среда, сейчас трубочка находится в воздухе, вы ее видите ровной. Когда опускаем в воду, она ломается. То есть, в разных средах свет распространяется по-разному. И используя этот прекрасный эффект, были созданы, вот, например, такие линзы. Классная у меня улыбка. А давай посмотрим, в чем эффект линзы, как она вообще работает. Давай. Есть линзы собирающие, а есть линзы рассеивающие. Вот эта вот линза выпуклая. Мы выяснили, что когда на нее попадает луч, если он попадает вот в эту сторону, то линза его собирает к центру. То есть происходит вот такой примерный эффект. Если вот здесь вот была бы выпуклая линза, вот так вот, Ага. луч света падает сюда, и после этого линза его преломляет вот сюда и направляет прямо четко в центр. И откуда бы лучи света не падали, они все будут собираться в центре. Вот так вот примерно. Я знаю, был такой ученый Архимед, он даже сделал целое зеркало, которое собирало, представляешь себе, свет и поджигало корабли неприятелей. Да, но это совсем другая история. Люди из линз сделали очки, правильно же? Да, а потом На взяли эффект и даже сделали вот такие вот гнущиеся линзы. Кстати, эта линза, она, кстати, рассеивает или собирает? Она собирает, по-моему. Она делает меня меньше, Да. а есть линза, которая может сделать тебя больше. А давай обсудим. Вот эта линза, плоская линза, абсолютно, видите, она называется линза Френеля. Был такой ученый Френель, который придумал взять вот такую линзу. Представляешь? Он взял линзу вот такого формата, нашинковал ее
Потому что важно здесь именно вот этот угол вот этот. Да, вот эти боковые части линзы, они нам как раз и нужны для того, чтобы луч света преломлять. Он нашинковал ее, середину из этой линзы он убрал, и потом вот эти все части сложил как телескопические То есть стаканчики. углы преломления никуда не делись. Да, они сохранились. Получается, они там внутри линзы вот такие вот углы сохранились. Если можно было бы увеличить, то вы бы увидели, что эта линза, она такая ребристая. Да, она похожа на пластинку. И там много-много-много этих бороздочек, каждая из которых преломляет И свет. вот эта, кстати, линза увеличивает. Да. Увеличит твою голову. Зато она плоская, легкая, но эффект прекрасный. Покажи. Вот такой. И вот на этой прекрасной ноте, мы хотим, чтобы вы ставили нам лайки, писали комментарии И обязательно подписывались на наш канал. и рассказывайте о нас, друзья.